Слышат ли нас на том свете? Вопрос, который интересует практически всех. Мы проживаем нашу жизнь, потом она заканчивается, и мы покидаем этот мир, набравшись опыта, пройдя испытания, мы движемся дальше. Но видим ли мы своих родственников, друзей, которые продолжают жить в физическом существовании? Этим вопросом задавались все медиумы и спиритисты разных веков. Один из самых успешных и глубоко погрузившихся в эту тему людей – это известный всем Алан Кардек. Он разработал свою методику общения с потусторонним миром и пролил свет на неизведанное. Его изучения потустороннего мира остаются самыми глубоко доказывающими жизнь после смерти. А мы же, живя в 21 веке, продолжаем изучать иные миры и делиться с вами своими наблюдениями. Сегодня в этой серии мы решили взять вопросы Алана Кардека и провести техноспиритический сеанс, используя оборудование для связи с загробным миром, которое мы собрали сами. Вандербокс является усилителем для различных приборов и позволяет наладить более четкий контакт с миром мертвых. С помощью него можно использовать несколько техник, каждая из которых уникальна по-своему. Сегодня мы зададим вопросы, которые не оставят вас равнодушными, и сравним наши ответы с ответами Кардека. Поэтому, дорогие зрители, чтобы узнать тайны загробной жизни, обязательно смотрите это видео до конца, и если оно вам понравится, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Табу, Искатели Паранормального. Ну а мы приступим к сеансу. Канал Табу, Искатели Паранормального представляет. Итак, нам могут ответить из потустороннего мира. Мы хотим задать вам вопросы. Ответьте на них, пожалуйста. Находясь в мире духов, душа пользуется ли теми же органами чувств, что и при жизни на Земле? Да, а также другими, которыми она не обладала, поскольку тело ее было как бы пеленой, затемнявшей их. Ум есть свойство духа, но оно проявляется с большей свободой, когда дух не скован материальными условиями. Способность восприятия у духов и их знания, безграничны ли они? Чем более приближаются они к совершенству, тем больше они знают. Если они принадлежат к высшему рангу, то они много знают. Низшие же духи, суть более или менее невежественны по любому поводу. Скажите, пожалуйста, известно ли духам начало вещей? Это зависит от степени их продвинутости и чистоты. Низшие духи знают об этом ничуть не более людей. Воспринимают ли духи продолжительность времени так же, как мы? Нет, и это причина того, что вы не всегда понимаете нас, когда говорится о сроках или эпохах. Имеют ли духи представление о настоящем более точное и верное, чем мы? Приблизительно так же, как тот, кто видит нормально, имеет о вещах представление более верное, чем слепой. Духи видят то, чего не видите вы. Они судят, стало быть, иначе, чем вы, но опять-таки от степени их возвышения. Какое знание имеют духи о прошлом и безгранично ли это знание для них? Прошлое, когда мы занимаемся им, есть настоящее.
Точно так, как ты вспоминаешь то, что поразило тебя в твоем изгнании. Только так, как у нас больше нет материальной пелены, затемняющей сейчас твой ум. Мы вспоминаем то, что стерлось для тебя. Но всем духам неведомо, прежде всего, неведомо их сотворение. Знают ли духи будущее? Это также зависит от их совершенства. Зачастую они лишь смутно его предвидят, но им не всегда дозволено раскрывать его. Когда они видят будущее, оно представляется им настоящим. Дух видит грядущее более ясно, и по мере того, как оно приближается к Богу. После смерти душа видит и одним взглядом охватывает свои прошлые переселения. Но она не может видеть то, что Бог ей говорит. Для этого нужно, чтобы она была вся целиком в нем после множества существований. Видят ли духи Бога? Одни лишь высшие духи видят его и понимают, низшие духи лишь чувствуют его и угадывают. А передается ли духам указание непосредственно самим Богом или через посредничество других духов? Оно не идет ему непосредственно от Бога. Чтобы сообщаться с ним, надо быть того достойным. Бог передает ему свои указания через духов, находящихся на более высокой ступени совершенства и знания. Зрение у духов, так же ли оно ограничено, как у людей? Нет, оно помещается в них самих. Нужен ли духам свет для того, чтобы видеть? Они видят сами собой и не имеют потребности во внешнем свете. Темноты для них не существует, кроме той только, в которой они могут быть ради искупления. Есть ли у духов надобность переноситься на расстояние, чтобы видеть в двух разных точках? Могут ли они, к примеру, видеть одновременно то, что происходит в двух разных полушариях Земли? Так как дух передвигается со скоростью мысли, то можно сказать, что он повсюду видит одновременно. Его мысль может излучаться и устремляться сразу в нескольких различных направлениях, но способность эта зависит от его чистоты. Чем менее он очищен, тем более ограничено его зрение. Одни лишь высшие духи могут объять все целое. Воспринимает ли дух звуки? Да, и он воспринимает также и те звуки, которые ваши грубые органы слуха воспринять не могут. Способность слуха также ли заключается во всем его духовном существе, как и способность зрения? Все восприятия являются естественным свойством духа и составляют часть его существа. Когда он облачен материальным телом, то ощущения доходят до него лишь по каналу органов чувств, но в свободном состоянии они более не ограничены определенным местом, не локализованы. Поскольку ощущения являются самой природой духа, то возможно ли ему как-то от них отключиться? Дух видит и слышит то, что он хочет видеть и слышать. Это общее правило, и в особенности касается оно высоких духов, ибо что до тех, которые несовершенны, то они зачастую оказываются вынуждены слышать и видеть вопреки своему желанию то, что может быть полезно для их улучшения. Понимают ли духи музыку?
Ты хочешь сказать вашу музыку, что она рядом с музыкой небесной, с той гармонией «Ничто на земле», о которой не может вам дать понятие, одна и другая все равно, что песня дикаря и сладостная мелодия. Однако низшие духи могут испытывать определенное удовольствие, слушая музыку, потому что им еще не дано понимать музыку более возвышенную. Для духов музыка обладает бесконечным очарованием и с их сильно развитыми способностями восприятия. Я говорю о музыке небесной, кое есть все самое прекрасное и сладостное из того, что духовное воображение только может себе представить. Чувствительны ли духи к красотам природы? Красоты природы на разных планетах столь различны, что нельзя познать их все. Да, они чувствительны к этому, в зависимости от их склонности оценить и понять. Для высоких духов есть красоты целого, пред которым бледнеют красоты, так сказать, частного. Испытывают ли духи наши людские потребности и наши физические страдания? Они знают их, потому что они их претерпели, но они не испытывают их материально, как вы. Они теперь духи. Спасибо вам большое за общение, мы отпускаем вас. Идите к свету. Итак, друзья, вот такой сеанс ЭГФ получился. Если он вам понравился, ставьте лайк, пишите свой комментарий и оставайтесь с нами.